Бирочки вешают. Траве даже есть, да? Нормально, такая елочка получилась. Железный косяк. Почему дождь не отменил? Понимать, что они там столпились. Кто последний что дают? Мне тоже с десяточек, пожалуйста. Темноватенько, ну смотрите, глинтвейн какой-нибудь, смотрите. Апельсины прямо целиком плавают. Кому еще глинтвейна? Леша руки накачает. Народу меньше стало, да? Можно снимать. Вот это и он твой и тянет как раз. Я его вижу. Они сговорились, походу. Олег сказал, что самый кривой. Что-то типа маркета, что-то такое клоновое. Профи чувствует профи. Ничего себе, просто с запаха сходу угадал. Соседка, наверное, просто готова отдать родину. Очередная бесплатная раздача черенков. И сейчас она имеет уже статус, хотел сказать, международного праздника. Нет, просто праздника Беларуси. Пока на уровне Беларуси. И называется оно сейчас «Виноградные колядки». Многие хотели попасть на него, но не у всех получилось. Либо далеко, либо кто-то работал, кто-то еще что-то по всяким причинам. Поэтому, кто не смог посетить это мероприятие, то можете сейчас подсмотреть через свой мобильный телефон или телевизор, где вы там, не знаю, где вы там смотрите. Почему такое название? Ну, это в группе Виноградарь РБ, точнее в сообществе, проголосовали за это название. Теперь оно несет официальный статус, официальное название «Виноградные колядки». Это ежегодный праздник, который проходит плюс-минус на Старый Новый год, в зависимости от погодных условий. Если очень холодно, конечно, оно переносится, если там до минус 30 каких-нибудь градусов доходит. Ну, сейчас в Беларуси климат, ну, так себе, плюс-минус, +1, -1, ну, примерно как-то так. Опять же, проверял статистику канала, опять меня смотрят примерно 50% без подписки. У вас все дома? А? Ну ладно. Подписка, колокольчик, лайк. Ну что, пришел к 10 часам, а люди уже минут 10 как выходят уже с кучей черенков. Так что немножко пораньше стали пускать. Ну давайте погрузимся в атмосферку. Где? Вот, что ты взял. Ну не протолкнуться, людей много. Как всегда у Леши здесь елочка. О, Вика, привет. Здоров. Что-то поздновато. Да нормально, вовремя, это что-то рано открыли. В прошлый раз был все с начала. С 10 вроде как. Ну, Так, Гелиос есть. Слепояс Диндерс. Агро. Ну, вон, сказали поздновато. Хотя вроде с 10 должно начинаться, но начали пораньше, как всегда. Народ не мучили, не издевали, потому что дождь, в принципе, идет. Ну, смотрите, что происходит. Очень близко не покажу, конечно, но что есть, то есть, что попало в кадр. Но выбор очень большой на самом деле. Смотрите, сколько всего. Попробую список потом в описании под видео выложить, если его найду. Так что смотрите внизу. Ссылки в описании. Пробьемся в самую большую толпу. Что тут такое? Что за ажиотаж? Что тут такое? Прям очередь стоит. Каберне Карбон. А, технарей. Пино Блан. Бьянка. Мугурел. Мугурел. Ранний. Нету ран. Это Хватает. клон этого Патирали. Вот так вот бирочки вешают. Траве даже есть, да? Нормально, такая елочка получилась. Это туран настоящий? Ну, тонковатенький. Не, в принципе, более-менее нормально. Ну, что есть, то есть, а что поделаешь. Вот отсюда хорошо видно, смотрите. Все забито. Все битком. Леша в своей униформе, как всегда. Леша, Да. отдельное почтение тебе. Как ты? Любители винограда, прекрасно. Глинтвейна? Нет, пока не надо. А твои читатели? Им тоже, им нальем сейчас. Слушай, косяк, железный косяк. Почему дождь не отменил? Ты все можешь, но вот дождь не смог. Дождь, да? Знаешь, мы со Снегурочкой долго обсуждали проблему дождя, а она убеждала меня, что от дождя будет свободнее. Когда без дождя, то здесь просто яблоку негде упасть. А когда дождь, больше людей приходит за глинтвейном и меньше там толпятся. Может быть и правильно, что... А во сколько началось мероприятие? Мы назначили в 10, но скажу тебе прямо, приехали раньше. На следующий раз мы уже будем только в 10 открывать, потому что некрасиво получилось. В половину 10-го были уже люди, кто... Ну вот, я где-то без 5 шел, уже навстречу шли уже с вениками, уже нормальная В толпа. следующий раз уже надо будет ровно в 10. Почестнее надо Да, делать, да. некрасиво вышло.
Ну, молодцы. Слушай, выбор гораздо больше, чем в прошлом году. Да, Вообще. 3 ряда коробок. Слушай, с каждым годом у тебя скоро тут под потолок все загрузится. Да, я Лет через машину 10 отгонял. сюда не войти будет. Я отгонял в конец двора машину, потому что коробки не стали. И все равно в 3 ряда. Можно было оставить как есть. Но люди, понятно, что человек же денег за это не берет. Ну, конечно. Он привез, вот у него на дне пакетика бумажка, и все. Ну, как хотите, так и подписывайте. Ну, вот понятно. и мы все сортировали, по коробочкам подписывали. Ну, в большей, наверное, 90% все черенки в шикарном состоянии. Я поражен. В этот год, когда они плохо созрели, а люди отдают, вон, смотрите, коричневые, Слушай, все коричневые сердцевинки. У меня реально в этом году очень мало было черенков, вот плохо созрели. А то, что было, их просто расхватали по осени уже. Но меньше всего в Брестской области повезло. У них там вообще капец. У них в сентябре вообще ударило. А где твой этот виночерпий, который на дежурстве? Виночерпий поехал поднимать португальцев. У них с виноделием беда. Ясно. В Галлии. Значит, ты будешь потом колоться тут рецепт рассказывать. Да, я выложу. Вчера с кем-то уже обсуждали, что я россиянам на российских этих сайтах форумах все знают этот рецепт. А белорусы мне вчера говорят: ё-моё, ты нам еще ни разу не рассказал, как ты его делаешь. Выложу, конечно. Свободней стало. Мускат-блау весь уже разобрали. Что тут еще у нас есть? А фиг его знает, что... Каберне Кортис, кстати, очень популярный технический сорт. Рев, чего тут, не могу прочитать, читайте сами. Тут вообще вверх ногами. Читайте так. Ну, выбор в любом случае есть, но что-то... Что это? Не могу прочитать. Прочитайте, что тут написано. Мойша. Мойша какой-то. Не знаю даже такого. ИП Мойша. ИП Мойша. Я думал, сорт какой-то Мойша. Сорт Ронта там. Все ясно. Так, и что у нас тут? Сильванер. Тоже не знаю такой. По технарям я не особо. Могу пройти мимо этого мужчины с флажками. Расскажите, вы взяли все, что хотели? За какими сортами ехали вообще? Больше за техническими. Неважно какими или конкретика какая-то Ну, у интересовала? меня список, мне попросили. Все согласно купленным билетам. Да. Собрать. Что смог, то собрал. Но выбор нормальный, довольный, да? Да, очень хороший выбор. Хорошо. Почаще вы так. Тукай, Аркадия, Юпитер, Русский ранний, Восторг. Юпитера уже нет, самый такой популярный, кстати. И Аркадия уже нет. Там Супага еле виднеется, Супер Экстра. В общем, столовые вообще разобрали быстро, я смотрю. Их меньше всего, технарей было очень много. Понимать бы, что они там столпились. Кто последний, что дают? Да, он не поздний. А что за сорт, что такой ажиотаж прямо? Эффект Кинельский. Как? Эффект Кинельский. Даже не знаю так. Ну прикольно. Мне тоже с десяточек, пожалуйста. Так, темноватенько, но смотрите, глинтвейн какой-нибудь, смотрите. Апельсины прямо целиком плавают. Сколько ты рецептов перебрал? Добрый день. Здравствуйте. Я не за черенками. Почему? Это сборный рецепт, наверное, не знаю. Ну и уже несколько всяких. Да, все рецепты какие были, наверное, перебрал. Короче, этот самый лучший, усовершенствованный, да? Да. На самом деле это выдавленный сок из апельсина и плавает просто кожечка, половинка апельсина. Но выглядит красиво, как будто это целый Еще бы. апельсин. Целый шедевр. Апельсин, знаешь, почему выдавливают сок? Чтобы был менее алкогольный. То есть понятно, что он дает и вкус, и аромат тоже. Ну это по технологии, все как положено. Так глинтвейн делается, да? Ну смотри, есть рецепты, которые вино и туда еще коньяк доливают, ну чтобы было так позабористее и поароматнее, да? А если ты хочешь, нормально долго наслаждаться и не пьянеть, то лучше разбавить. Ух ты, конечно, спасибо. Нужно разбавлять. Даю. И разбавлять чем? Ну, понятно, что соком, то есть вишневый сок, там, апельсиновый сок, такой вот. Но на основе все равно идет вино какое-то, правильно? Красное. Однозначно вино, да. Ну вот здесь, там уже добавляешь сок 2 апельсинов и 2 мандаринов на 5 литров. Ну, хоть немножко. На самом деле, чем дольше он стоит, тем меньше он совершенно безалкогольный, но в 2 часа. Типа того, да. Сейчас еще алкогольный, в 2 будет безалкогольный напой. Так надо научиться немножко, мы же в процессе, на стадии обучения. Кому еще глинтвейна? Леша руки накачает. Да.
Народу меньше стало, да? Можно снимать. Они каждый самый ценный черенок свой клали в подарок своему товарищу, такому же меценату, как сам. И сейчас все будут вытягивать наугад. Это не надпись. Что же это такое? Без названия? Подписан! Колдун! О. Колдун я так заброшу без целлофана, а то люди будут знать. А, так это Антоновна передал. Не раскрывай Ну что, тяни. Не, пускай люди, у меня все есть. Ну, какой-то упакованный. Так что, Игорь, а ты будешь тянуть? Что меценатов не осталось. Ничего, остались. А вы Хоть посмотрим на меценатов. Вы можете даже выбрать. Имеете право. Конечно. Они подписанные, да? Да, вы попробуйте вытянуть. Не понравится, мы поменяем. Не понравится, выкинете. На твою, наверное, Тот еще более кривой был. А это тогда те, которые не подписаны, их очень много, их вон 5 или 6 штук, прямо Украины, да. Отличный. Это я зуб даю. Это супер, да. Вот они даже завязаны веревочкой между собой. Велес. Ну, были у нас меценатом? Вы черенки приносили? А это кто приносил? Меценаты это те, кто... Но это не всем желающим точно. Тем, кто... Алексей, в следующий раз черенки приносили. А у меня Будете должны. долю человек вытянет. Вот Конечно. Александр. На, Александр, у тебя прямо Украины есть. Да. Я за Олега тоже цену. Он сказал. Не, за меня не надо, это ты за меня тянешь. Ну блин, не приму. Вот это и он твой и тянет как раз. Я его вижу. Они сговорились, Написано. походу. Да. Олег сказал, что самый кривой. Ну, вот. Считай. Я могу кому-то Столетие. подарить столетие. Что значит кому-то подарить? Засовывай назад, на тебе приму Украину. Повертите. Если ничего не написано, то приму Украину. Прекрасный сорт, и вызревает. Хотите, я его сейчас фотографирую? Да. Повесим на доску почета. Спасибо Александру за черенки на колядках. А вы знаете, все меценаты 10% скидки получают? На виноробе. На год. Весь Надо 23 усечь. год все меценаты могут покупать на 10% дешевле. Так им надо какое-то кодовое слово знать, наверное. Да я их всех специально А, в фотографирую. лицо. Короче, сканировать при входе будешь. Меценат приходит за химией, ему сразу наливают, Да, смотрят, сканируют, в том ли он состоянии. был на колядках. Тоже прима. Без Тащите надписи. не длинные. Не длинные, самое Не длинные с ценное. надписью. Я беру сразу наугад. Но вы поняли, что большие и толстые это прима Украины. Прима у нас есть. Вот всем прима-то не нужна, давайте. Да, раздавайте приму, разрежьте помельче. Ну давайте так, попадается прима Украины, отдаешь всем желающим. Да, давайте. Прима Украины. В этом году прима Украины прям в топе. Давайте я угощу вас примой Украины. А вот девочка очень хочет приму Украину. Держите, девочка, кто хочет. Можно? Да, давайте. Так как прима Украины с женским цветком, значит всем девочкам прима Украины. Нормальная приму Украину. Просто не ездите. Поэтому Я в том году получилось. давайте еще раз по второму кругу. Да, еще раз. В следующем году еще раз. Нет. А вот мы Люду Юзефатову поймали. Люда, стоп, тихо, Люда. У вас же очень много сортов. Что вы еще решили тут нарыть? Я сделала заказ в магазине, приехала за заказом. Виды А, все, я понял. Короче, вы за химией пришли. за химией, А я за думал, за пробками, сортом, думаю. за пробками, за всем вот таким, за колпачками. 2 участка винограда, думаю, ну неужели у Людмилы чего-то еще нет? У меня всего предостаточно. Все Мне- Все хорошо в Украине. В Украине много чего хвалят. Но Короче, мы пока- что пока живем не ты там, а анализы здесь, не покуда я не посмотрю под нагрузкой,
Я не могу ничего сказать. Саша, сколько у тебя сортов вообще? Вот, по каталогу? По натуре. Они По такой каталогу задают вопрос по каталогу смешной. порядка 140 сортов вообще. По каталогу. Есть взрослые кусты, Вот, а а есть... плодоносящих порядка 90, 85, 85 кустов где-то. Но опять же, они плодоносят, понимаешь. Есть кусты, которые уже более взрослые, которые молодые. Слушай, ты с Гомеля приехал сюда, чтобы нас просветить это самое. Я приехал в Гомеля, я приехал к своим друзьям, которых я не видел уже. А ты привез что-то или ты приехал что-то приобрести? Нет, честно сказать, я приехал что-то для себя и на халяву приобрести. А, так все-таки сорта какие-то тебя интересовали, да? Что-то взял немножечко. Я Ну, думал, что типа взял? поприкалываться, а то на самом деле Саня что-то, оказывается, еще... Ну, сколько я тут взял? Я взял Он решил буквально еще так, сотню-другую технарей. Чисто символически, ну уже раз приехал, Если мы у него берем раз наличные. приехал, Но. так чего уже... Ты снабжаешь всю Беларусь, и думаю, неужели у Сани чего-то нет? Наверное, технари такие. Да, технари, да. Технари, Взял я же Юханетер, взял Каберне Кортис. У меня он есть, я еще буду его добирать, чтобы уже целый ряд высаживать, потому что в этом году у меня планируется посадка вот нового участка. Столб где-то по 400 буду высаживать. Ты приехал Ехан это разве, да? И не только Юханетер. Я бы еще хотел бы взять Ронда, но не хватило. Говорят, неплохое вино с него получается. Короче, ясно. Саня еще участок с себя отжал, сейчас засадит еще там. Ну, я надеюсь, ты в этом году приедешь ко мне в гости и посмотришь все, и снимешь, и расскажешь своим подписчикам своего канала. Ну, если все срастется, то приедем. О Да. той работе, которую я проделал этой весной, я думаю, там будет на что посмотреть и о чем поговорить. Поэтому жду в гости, приезжайте. Все, едем. Саша, а Седлаем мы коня. тебя ждем на выставке. Ну вот, финалочка уже. Смотрите, что тут осталось. По сути, ну, если честно, осталось довольно много. В прошлый раз уже вообще были пустые коробки. Потому что в этот раз очень много привезли. Пиногри, ну, в общем, технари остались. Столовые все размели буквально. Так что остатки роскоши. Кому не хватило, можете еще... А, ну да, вы же будете смотреть, когда здесь уже ничего и никого не будет. Когда людей нет, можно оценить вот масштабы, смотрите. Вот так это все было выстроено в несколько рядов. Вот здесь все было забито, и вот здесь было забито, и причем вся толпа была вот здесь. Там в основном были столовые сорта, я так подозреваю. Ну да, а вот это технари. Причем еще их довольно-таки много осталось. Все натурально, на дикие дрожжи. Ну, не знаю, что-то типа маркета, что-то такое клоновое. Профи чувствует профи. Ничего себе, просто с запаха сходу угадал. Ну так на это вся фишка. Даже не попробовал. Нет, да так хорошо. На самом деле, бочки не слышно, бочка большая, наверное, да? Не, 20 литров. 20 литров. Просто выдержал только 2 месяца. Это что, была новая бочка? Не. А, выдержана. Почка уже использовалась. Ну тогда да. Ну вкусовые теперь. Рискнешь пригубить? Леша у нас капризный дегустатор, а вы что не пробовали? Ну, батенька, много сахара. Сахарок добавляли? 22%. Грех есть? Грешев, да. В аромате лучше, конечно, чем в вкусе. Ну, жена такое любит. Работать и Да, работать, девушкам короче. нравится. Да. Ну, во всяком случае, не кислое, не Соседка, горькое. наверное, просто готова отдать родину за стакан такого винца. Об этом мероприятии я выставлял пост в сообществе моего канала. Кто подписан, тот должен был получить уведомление. Если кто-то не получил, проверьте колокольчик. Отключите его, потом снова включите, перезагрузите, в общем. И тогда будут приходить любые уведомления о новых видео, о новых постах, о новых сообщениях и так далее. Ну все, друзья, кому видео полезно, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем удачи, пока. Надеюсь, видос вам понравился. Пишите обязательно комментарии, это помогает продвижению видео в топ.